Стандрайдинг в мире версия 2.0, то есть уже как будто бы, ну может быть Йенсен тоже, что навряд ли, но как будто... Майк молодец, Майк хорошо едет. Да, хорошо, но тяжело родить вот такой уже фристайл. Чтобы родить такой фристайл, который он проехал в Чехии, сука, ну вот надо, наверное, 10 лет потеть, просто готовить этот фристайл. Потеть нужно много, конечно. За последние 2 года нововведений в программе у меня не так много. Просто сейчас у меня программа, она эволюционирует больше в связках, а не в трюках. У судей даже есть категория flow, то есть когда райдер может прям линиями катать. Ну то есть типа каждый трюк переходит в следующий трюк. Transition, yes, English language. И это считается очень круто, если райдер не просто может делать крутые трюки, а связывать их, если все это еще на агрессии, если он по всей площадке катается достаточно быстро. Короче, гармоничная программа. Да, а не вошкается на одном месте. Основной мотоцикл, это мой сейчас уже запасной. Я готовлю сейчас себе новый мотоцикл Daytona Triumph, да, следующий. Уже третий год не можем его подготовить, потому что времени, правда, немного. Карбоновый руль, просто мне очень понравилось. Вот, это оригинал Магура. Она с супермотарда, я не помню, с Априли, кажется. Мне очень понравился руль этот. И где купить такой, я не знал. У меня есть знакомый, который занимается карбоном. Я ему предложил, давай сделаем. Вот у меня есть руль, мне он очень нравится. Я хочу на другие мотоциклы тоже его ставить. И он мне сделал несколько копий. Программу я на нем прокатывал. Все работает, но по падениям я не знаю. Просто я стараюсь ездить максимально безопасно. Кенгуру я начал закатывать давно достаточно, в 2016 году, и сразу же начал вставлять его в программу. Но тогда этот трюк у меня был не настолько закатан, и он иногда даже не получался. Самый капризный — это VIP без использования переднего тормоза, потому что много факторов, то есть это резина, асфальт, температура и все остальное. На каждом асфальте, на разные резинки скорость немножко разная все равно на заход в этом трюке, потому что трение там с асфальтом, все оно немножко разное, и поэтому, в общем, такой капризный трюк. Пока Фома переодевается и будем смотреть его фристайл, пройдемся быстро вокруг его боевого мотоцикла, и просто вот что мне кидается из технических решений в глаза. У мотоцикла сделана максимально короткая база, то есть выточен чуть-чуть маятник. Здесь видно, что если резина становится чуть выше, она подтачивает тоже маятник. То есть у меня тоже
коротко сделано. Ну не прям я так не заморачивался. То есть я думаю, что это чуть помогает, знаешь, во всех трех. Но вентиляторы, это мы уже давно видели, но это кайф. Хвост, просто хвост оранжевый. Дальше, вот здесь мне, смотри, понравилось. Вот такая еще штуковина идет, чтобы удерживать также всю систему дублера. От движений типа назад-вперед, тоже вот от этих инерций, когда мотоцикл летит назад. Смотрю в этом году новые видосы, фотки с тренировок про-райдеров. Вообще все понимали, что самое лучшее переднее колесо это пилот Power, но я смотрю, многие начинают юзать вот эту резину. Я не знаю, что это за резина, сейчас я прочитаю. У кого-то я в Чехии видел, что, может быть, даже Майк на ней ехал. Надо попробовать это колесо, я хочу его попробовать. Так какое колесо-то? Ну смотри, ну Медзеллер 120-70, а где модель? Где модель? Ну вот как? А нет, вот я вижу модель. Что-то Sporttech M7RR. Все подсмотрели, все будем использовать по направлению. Все стоит по направлению. Также здесь, смотри, рама стоит алюминиевая, максимально усиленная, не металлическая. Я думаю, тоже все это из-за веса. Охлаждение тоже вон максимальное. Смотри, вентиляторов сколько. И вентиляторы не мотоциклетные используются, а, я так понимаю, из электронной этой техники. Типа, ну ты понял. Все вроде как на подшипниках. Мы, например, когда делаем Watchtower, мы встаем ну, куда-то просто в район машинки, еще куда-то. Здесь предусмотрен этот момент. И есть специальная такая площадочка под Watchtower. Также я видел, что он примерно в этот район с жопой садится, когда делает уник. Все секреты рассказываю. Вот здесь, смотри, вот эти мне нравятся нюансы всякие на про-мотоциклах, что чуть, видать, мешались углы, их просто взяли и убрали. То есть сначала максимальная практичность, потом крепкость, а потом только красота. А, смотри, оно такое идет кольцо. Эллипсное кольцо. Да, сейчас максимальная регулировка, а вот это минимальная. Ну-ка, а скажи, вот этот, помнишь, мы обсуждали, что типа про кенгуруху, нужен ли выворот вот, я и говорю, что это как раз для кенгуру сделано. Типа ты играешься с этой штукой до сих пор, или ты выяснил? Нет, сейчас у меня все нормально. Слева у меня максимально сделано выворот, а справа чуть убрано, потому что когда слишком много. Если сильно провалиться, то не кайфово, то есть надо чуть-чуть, чтобы... Она тоже кайфово, она хорошо получается, просто так она лучше, то есть стабильнее, знаешь, бывает, можно чуть не добрать, да, и не выехать. Да, я так она, когда регулировка более универсальная, в основном заходит. Там, когда зарезаешься на кенгуру, это важно, вот влияет вот эти вот градусы небольшие. Фома, а ты нам на кинокамеру покажешь то, что мне понравилось в Watchtower 8? Давай, покажу. Да, это дрочишь, это баланс, это техника, это тоже очень круто. Короче, я скажу, почему мне нравится Watchtower 8, потому что все остальное я смотрю, я такой типа, так, понятно, тут вообще ничего не может произойти, а на Watchtower 8 именно на перекладке там... Пакус у нас отлично знает, что может произойти в Watchtower, потому что в Чехии, если вспомнить, что у него было, минус, да, там было фигово. И именно он начинает, ты почти за круг, почти за 1,5-2 круга видно, что все, задуман выход, и вот ты ставишь ставки, выйдет, не выйдет, смотришь, переложиться не сможет, ну типа какие решения примет в случае чего. Смотри, они протюнингованы, у меня уже до дыр сточены. Это кеды Vans AV Pro, кажется. То есть, по сути, это не потому, что райдер бедолага, а потому что... Они охеренно топтались. Да, очень важно, чтобы ты максимально и руками, и ногами контролировал мотоцикл. Да, в этих кедах, кстати, им уже 2-й сезон, чему я очень рад. В прошлом году я их начал расхаживать, растаптывать. В марте где-то или в феврале я их купил, растоптал и все, поехал. Прошлый сезон весь отъехал, этот сезон весь отъехал. Блин, очень крутые. Сейчас уже пора, конечно, новые покупать, но новые еще надо расхаживать там минимум недельку. Фома, какое у тебя давление в заднем колесе? 6. А какое у тебя давление, Фома, в переднем колесе? 2 и 1. Ну,
по сути, переднее колесо, оно как было в 90-х у всех 1,8-2 очка, так и осталось, а вот сейчас очень модно же, ну, типа, кататься широко, кататься по всей площадке, и все равно все потихоньку приходят в заднем колесе, чтобы было высокое давление. Я подсмотрел, у Фомы вот так интересно, ручка газа сделана, то есть он может и держаться за руль, и держаться за газ. То есть, наверное, чтобы автогаза не выхватить. Это вообще очень крутая тема. Я сейчас, у меня на каждом мотоцикле она стоит. Это меня с детства батя приучил, ставил мне вот такие слайдеры. То есть у меня получается эта часть, это ручка газа, а вот эта вот часть маленькая, мизинчик. Это слайдер, который фиксирует положение ручки газа, то есть это тоже для стабильности очень хорошо, очень помогает. Здесь у меня такой пазик небольшой, это нововведение в 2020 году мы сделали. Это уже больше для комфорта. Здесь с этой стороны тоже есть, только здесь она как просто саппорт, не знаю, ну, продолжение, так скажем, грипсы, потому что грипса здесь заканчивается, я держусь тоже мизинчиком, получается, за слайдер. Вот, максимально широко использую, максимально ширину руля использую. Через силу тренинг. Ну, в основном это бывает под завершение тренировки, когда уже сил немного, но докатывать как бы надо, и время, и возможности, все есть. И как бы иногда, вернее, частенько через силу помогает больше накатать стабильность, такой автоматизм, когда вот ты едешь уже на последнем, как бы на последнем дыхании. Ну, лично мне, по своему опыту, как бы это помогло. Только по кайфу катануть, это, конечно, круто, но это не так много. То есть по кайфу катать, это когда настроение, когда идеально все складывается, тоже, что на это влияет, как бы сложно предугадать. Вот. Тогда по кайфу круто. Но не всегда получается катать по кайфу, поэтому через силу тоже нужно обязательно. Прикольно. То есть мне есть чему поучиться тоже в растяжке в майке. Ну да, он там как йог вообще. Ну да, он прям вот так вот делает. Этой рукой до носка достает до своего. Я так не могу сделать. Майк может. Первый трюк, с которого разогреемся, заказываем мертвый круг, самый дерзкий, самый мощный, вот самая максимальная амплитуда оборотов, что можешь сделать. Давай, 3 попытки у тебя есть. 3 попытки? Ну, 3-4 попытки, сколько хочешь, но без проблем. На самом деле, вот Dead Spin это такой трюк, который на первый взгляд простой, но чтобы закатать охренительный Dead Spin, который, правда, будет брать прям с головы до пяток, и, блядь, так охеренно получилось, это нужно потратить на него много времени. Он у меня крутой получается, только он нестабилен. Ну вот поэтому... Я каждый раз стараюсь сделать, мне очень нравится этот трюк, он очень крутой, но чтобы его, правда, закатать вот по своему опыту, это
это непросто. Хайчейр дрифт перекладка, либо следующая все трехи. Ну, то есть все три, получается, разновидности трехи. У тебя есть треха через прыгучий вип, треха через шаффл, треха через кенгуру. Кенгуру была? Была. Без вопросов, вообще без вопросов. Но Она была неуверенная, но все равно. все рабочее, типа судьи засчитали. Но из всех трех вариаций, Чехия была покруче. да, из всех понятное трех дело. вариаций трехи, на которую я теребонькаю, вот этот без переднего тормоза, она, мне кажется, очень стильная, Так очень вип сложная. это или шафл? Нет, через шафл. Так Ну, то это есть- вип или шафл? Мы называли шафл, все значит шафл. Бля, у меня голова закружилась. Не, круто, очень. Очень достойно. Прикольно, да? Да. Блин, мне понравилось. В программу ты не вставляешь его, да? Нет. пока что. Ошибиться на выходе, да, можно очень. Слушай, нагрузка огромная на психику. Реально. Ну вот я сейчас покружился, как бы вначале все трезво, адекватно, а потом уже как будто пьяный такой кружишься. Я, конечно, давно на Pella Power не ездил, но по воспоминаниям это лучше. И она сразу работает. Power надо прикатывать, Да. а это сразу едет. А тебе Роад первый на 6 очках скользким не кажется? Нет, здесь нет. В дрифтах точно. Здесь такой асфальт специфический, он на нагрузке без дрифта он скользкий. И еще к тому же он пыльный немножко. Вообще, как бы, О, в я некоторых придумал. моментах скользкий. Я придумал трюк. У нас мы же проводили тут мероприятия, мы вообще время от времени проводим мероприятия, посещайте их. И там Орловский гангстер заявлял трюк, но у него так и не получился. Но я думаю, тебе придется его сделать. Но вроде бы Корзан его делал. Какой трюк? Хайчейр перекладка в дрифте. Качель прикладка в дрифте? Да. Ну, без тормоза, само собой. Но это же не так сложно. Для меня, Здесь- для меня это супер Здесь я, сложно. наверное, не буду это делать, потому что здесь асфальт хреновый. Ладно, хорошо, я сделаю. А что еще? Четкий, да? Ладно, а что ты думаешь, Корзан же делал хайчейр кенгуруху дичь или можно застабилить? Можно. Рабочее Но- можно сделать? Я хотел сделать в этом году хайчейр кенгуру, ну, в принципе, раскатывать. А под это бак нужен. На том баке, что у меня был, нереально было сделать кенгуру хайчейр. Как бы она была, но при этом сырая и с падением. Как бы. Когда будет стопи 360 четкое? Или оно Я? уже есть, да? Оно есть, просто не всегда получается. Ну, то есть у тебя прям есть, что ты ехал вот так и встал в оконцове вот так, типа?
но я вот прям так по площадке не езжу, я в основном вот так еду и могу так, точно так же встать. Могу даже ровно встать. 270 оно вроде стабильное, а вот чтобы тут она еще под наклоном. Тут она под наклоном в ту сторону, из-за этого, когда проезжаешь дугу, он дальше уже не хочет идти, он встает как бы на 270. Ну, вот это видео, которое Йенсен залил, где он делает конец вообще как будто дедспин на переднем колесе, вот эти 90 градусов он забирает уже как будто прям на остановившемся. Сейчас поставим минимальный разгон, наверное, метров 25-30. И надо уехать максимально далеко. Сейчас не знаю, обычно от 40 до часу. Бывает прям когда... Ну вот весной, помню, 2 часа ездил. Сегодня я с утра на супермото гонял в Подольске на трассе «Лидер». И вот сейчас сюда приехал. Получается, с 7 утра до 9 на картодроме. Ну, на картодроме я пока не так, чтобы еду прям мощно и устаю. Поэтому... Это так, знаешь, вспомогательная, можно сказать, разминка. Слушай, ну там все важно. Если спортсмен на крутом мотике и низкого уровня, да, и спортсмен на таком себе мотике, на стандартном, предположим, и крутой спортсмен, то, конечно же, крутой выиграет. То есть, но когда вот уже борьба идет за миллисекунды, то там, конечно, техника решает. Я на старом мотике еду, на литре, вот. Поэтому мне в какой-то степени труднее, чем соперникам. Ну, тем, кто гоняет там на новых BMW, допустим. Кстати, очень крутой мотик, мне давали прокатиться, мне очень понравилось. Вот. А у меня старая Honda 8-го года. Там только газ, только тормоз и все. И я как бы... Слушай, ну они помогают, они реально помогают. Не сказать, что они прям решают, но с ними ехать гораздо проще и безопаснее, что очень важно. Если на асфальте какое-то пятнышко мокрое, допустим, то трекшн может схавать. По дождю вообще прям трекшн настолько решает, потому что я ехал эндуранс, дождевую гонку. Честно, я подзапарился, у меня даже кисть... Короче, там суть в том, что по дождю нужно ехать максимально осторожно, то есть когда едешь в повороте, мотик нужно держать прямо. Если сильно его закладывать, то есть вообще начать закладывать, он просто уйдет. Тем более у меня еще резина старая и не новая, короче, в таких условиях. Вот. И час ехать по дождю на литре без всякой электроники было, конечно, непросто. В обычных условиях, в нормальных, по сухому, когда тепло, на хорошей резине, в принципе, мне достаточно комфортно ехать. Конечно, если ехать там совсем долго, то психика все устанет, все контролить как бы. На трекшене было бы можно подольше ездить, так скажем. Ну вот это мое мнение. Как бы, мне помогает очень стантовый опыт. Это проявляется в том, что у меня быстро как бы прогресс идет. То есть я на трек пришел в прошлом году, отъехал 4, кажется, этапа. Помимо этапов я 2 раза выезжал, кажется, просто на трек-дни. Вот, то есть ездил совсем немного. И сейчас уже как бы в классе суперсток какие-то результаты начинают появляться. Супербайк, супермото, питбайка у меня нет, но я пробовал разок, меня пригласили на тренировку. Прикольная тема, мне понравилась. Такая, знаешь, поддержание как бы уровня, когда нет выездов. И при этом прикольно, фаново. То есть, ну, короче, мне понравилось. Ну что, на сегодня все? Думаю, да. Мы нормально поснимали. Да.